Привет всем! Сегодня я хочу показать, как в программе Microsoft Excel мы можем использовать функцию фильтр. Фильтр позволяет нам быстро по какому-то условию отобрать данные и получить новую таблицу вот с этими отобранными данными. Итак, вот посмотрите. У меня здесь находится исходная таблица. И вот здесь уже сделанный пример, в котором я отобрала данные по цене, которая не превышает 2 евро. Давайте повторим этот пример. Идем в любое место, куда хотим поставить функцию. Начинаем ее писать. Я открою окно функций. Итак, array – это тот диапазон, где находятся все наши данные. Include. Вот здесь мы как раз и пишем то условие, по которому собираемся отбирать наши данные. Я собираюсь отбирать по цене. И сразу здесь пишу меньше вот этой ячейки. Могу сразу цифру поставить, могу использовать адрес ячейки. Нажимаем ОК. И как вы видите, мы мгновенно получили готовую таблицу. Нам не надо ничего копировать. Это был первый пример. Второй пример. Опять-таки, у меня сейчас есть вот такая таблица, в которой еще есть колонка «Производитель». И наша задача отобрать по производителю Voldemars все товары, которые поставляет эта фирма. Итак, выбираем место, куда будем ставить функцию. Что здесь делаем дальше? Опять весь диапазон выделяем и начинаем писать наши условия. Мы будем отбирать по производителю. И теперь мы должны сказать, какой производитель нас интересует. Ставим знак равно, указываем производителя. Нажимаем ОК и получаем вот такой вот результат. И хочу показать теперь еще один пример. Вот посмотрите, как он выглядит. Здесь я отбирала по двум критериям. По кефиру и по названию производителя Ada Jupiens. Вот теперь смотрите, как сделать такой вот отбор. Как вы видите, у меня в списке 2 кефира по разным ценам. И, соответственно, количество этого кефира у меня разное. Давайте попробуем сделать этот пример. Итак. Опять начинаю писать функцию фильтр. И теперь смотрите, опять выбираем весь диапазон, в котором у нас находится наша информация. Include. Вот здесь начинается самое интересное. Я открываю скобочку, выделяю диапазон, где находится производитель. Ставлю знак равно и указываю ячейку с названием нашего производителя. И здесь есть такой момент. Если вы хотите отобрать всю информацию, которая находится в таблице по данному производителю, обязательно замораживайте эту ячейку. То есть нажимаем кнопку F4, если мы работаем на Windows, и добавляем знаки $, если мы работаем на Apple. Итак. Теперь закрываем скобочку, ставим знак «Умножить», открываем скобочку. Теперь выделяем диапазон, где у нас находится название продукта. Выделили. Опять ставим знак «Равно». Опять делаем щелчок на той ячейке, в которой находится наше название. И опять эту ячейку замораживаем. Закрываем скобочку. В последнем аргументе, который можно не заполнять, if empty, то есть если пустое, ну, можем поставить кавычки, пробел, кавычки. Вот эта комбинация обозначает у нас всегда пробел. Нажимаем ОК и получаем результат. Как мы видим, отобралось 2 кефира и по 2 разным ценам. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго!